Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю за ваше время, за ваше внимание. Спасибо вам за то, что вы со мной. Тема сегодняшнего расклада. Заговор тишины. Кто в твоем присутствии улыбается, а за дверью вонзает иглы сплетен в твое доброе имя? Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов. Наверное, сегодня из 4 будет. Да, 4 вопроса будет, которые будут озвучены сразу после вашей сигнификации. И в конце расклада в качестве бонуса уже привычный совет психолога. Надеюсь, вам будет интересно, полезно, поэтому досмотрите, пожалуйста, до конца. И все так же призываю, присылайте любые вопросы, на которые вы хотели бы вы услышать ответы профессионального психолога. На все вопросы вы обязательно получите ответы в моих видеоконсультациях. Спасибо за внимание. Самая опасная ложь – это та, которую произносят шепотом. Вы входите в кабинет или на встречу друзей, и все кажется нормальным. Улыбки, дежурные вопросы. Но это лишь фасад. За дверью, которую вы только что закрыли, продолжается заговор тишины. Там ваше имя превращают в мишень. Кто-то, кому вы доверяли свои секреты или с кем делили успех, прямо сейчас вонзает иглы сплетен в вашу репутацию. Им не нужно ваше падение здесь и сейчас. Им нужно, чтобы вы стали не такой какой-то, странной, токсичной или какой-то неблагонадежной в глазах других. Зачем? Чтобы легче было вами управлять или вашим доступом к каким-то ресурсам, к людям или возможностям. Но сплетня живет только в тени. Сегодня мы включим свет. Мы найдем того, кто режиссирует этот заговор, прикрываясь маской добродетели. Давайте разберем, кто именно сейчас ворует вашу силу через чужие уши, и как сделать так, чтобы их шепот превратился в грохот их собственного разоблачения. Итак, ваша сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Черная кошечка. Для многих вы непрочитанная книга, загадка, женщина, которая имеет много тайн и не собирается ими в принципе делиться, да? Полна сюрпризов, скажем так, где-то непредсказуемо. Так, опять-таки, женщина, у которой на самом деле очень много планов, и, скорее всего, вы какие-то конкретные шажочки уже делаете, даже из этой тени. Какие-то шажочки к чему? К своему лучшему, настоящему, будущему. В принципе, подарочек. Женщина такая, полна сюрпризов, я это уже озвучила. Но, в принципе, для многих вы и внешне привлекательный. Такой подарочек. Они ценят вас, ваше окружение за то, там, какая вы. Может, доброжелательная. Там, в принципе, приятно в общении. Для многих вы в чем-то можете быть полезны. Давайте так. Какие-то меркантильные даже тут моменты могут быть. Так, при этом какая вы? Карта баланс, свобода, эволюция. Тут у многих накопилось уже девочек, им так хотелось бы вырваться из каких-то ограничений. Свобода. Многим эти крылья расправить и в прямом переносном смысле улететь. У кого-то это, опять-таки, материальная стабильность, свобода, быть независимым. У кого-то это свобода элементарно, может быть, даже свое время проводить так, как вы хотите, без, может быть, каких-то там навязанных, ну не знаю, обязанностей, может быть, без, опять, попыток даже быть хорошей и опять-таки чьи-то там потребности закрывать. Вы просто хотите, может быть, отдохнуть и стать свободной хоть на время. У кого-то это в принципе свобода, вы хотели бы этой свободы. Эволюция. Вы прикладываете усилия для того, чтобы стать вот такой свободной. Эволюция – это в принципе ваше желание меняться в лучшую сторону. Не деградировать точно, не стагнировать, не там в этом болотце каком-то находиться. Вы понимаете, путь к вашей этой свободе, он
лежит по большому счету через ваши там каждодневные или там не почти каждодневные, но через день, но шажочки. Вы действительно должны что-то делать для того, чтобы улучшать свое состояние. У кого-то материальное, у кого-то в принципе, да, то же самое касается, может быть, здоровья. Вы понимаете, просто так здоровье вам с небес не упадет, да, особенно если уже долгие годы вы его там подтачивали, игнорируя режим сна, режим отдыха, вредные привычки, стресса, еще что-нибудь. Вас видят привлекательно, очень привлекательная женщина, как цветочек. Сейчас, может быть, как раз вы занимаетесь там, не знаю, процессами там, восстановления своей красоты, у кого-то это походы к косметологу, у кого-то в принципе желание цвести, расцветать, вновь наполняетесь как-то силами. Вот так. Но в конце карта токсичность, сейчас я уточню, о чем это. И вот тут карта баланс, подарочек, свобода. Давайте так. При всем при том, что действительно вы хотели бы поменять свою жизнь, и вы понимаете, в какую сторону, может быть, вы готовы были двигаться, но при этом вы также, может быть, сейчас как балансируете, пытаетесь быть благодарны окружению, Вселенной за то, что у вас есть, и, может быть, даже из страха потерять то, что у вас есть, вы находитесь в этом балансе. 100% не разрушаете это прошлое, 100% не зачеркиваете, а может быть, на основе этого прошлого хотели бы создать какое-то более комфортное свое настоящее, будущее. Да, вот тут как-то так. То есть до конца, знаете, как-то все зачеркнуть и с нового, с чистого листа все начать. Искушение есть, но как будто бы здравый смысл и где-то эта осторожность и, ну да, осторожность, страхи какие-то не дают вам этого сделать. Но меня радует то, что вы вот тут действительно прикладываете какие-то усилия для того, чтобы свою жизнь делать лучше, ярче, может быть, вот ту самую свободу какую-то обрести. Так, все-таки токсично, спрошу, о чем это, не могу понять. Эволюция, токсично, это вот токсично о чем? Лед, подарочек, защита. Ну, как я могу это прочесть, знаете, многие, если раньше запрос был там, ну вот тут как цветочек, да, это там вы старались быть привлекательной, в первую очередь, может быть, ради конкретно какого-то мужчины, или одобрения там мужчин, или восхищения мужчин, или там, не знаю, что там у кого-то даже зависти женщин, то сейчас такой какой-то период, мне кажется, вы расцветаете, и эта эволюция во всем у вас происходит, в первую очередь это запрос ради самой себя, ради того, чтобы самой себе нравиться, ради того, чтобы чувствовать себя счастливой, кайфовать. Как будто бы общественное мнение для вас сейчас это уже, ну как, пройденный этап, вас вообще это не колышет, может намного в меньшей степени, чем раньше. Еще какие-то остаточные явления такие есть, но в принципе картолет, от мне как будто бы это, ну, это мне по барабану, что вы там обо мне думаете. Так, подарочек опять продублировался. Он тут такой подарочек, как будто бы вы понимаете, что все это одобрение социума, так называемые, да, стандарты, так называемые, навязанные эти какие-то, опять-таки, ну, стандарты, да, которые загоняют и к чему многие там призывают. Это такая бутафория, это такая обманка, это такая подмена понятий, это манипуляции. Тут как будто бы вы с этим столкнулись. И вы говорите, я хочу быть счастливой, самодостаточной, цвести, расцветать, и при этом мне вообще по барабану, что вы по этому мнению думаете. Я даже не хочу на эту тему вообще заморачиваться. Как будто защита, защищаетесь от всех в том плане, что ну, не в открытую, а для вас это уже какая-то привычная модель поведения. Да? Вот почему токсично. Потому что ничего хорошего, особо хорошего вы как будто бы, знаете, не то, что там, понятно, вы хотите всего самого наилучшего, и вы тут делаете все, но тут прикладываете вы усилия, и вы делаете акцент на том, что это ваши усилия вас приведут к какому-то конкретному классному результату. Сумма ваших усилий вам даст вот эту самую эволюцию, развитие, радость. А окружение, ну, скажем так, если раньше, может быть, надеялись на поддержку окружения, там где-то, ну, ставку на что-то делали, я не знаю,
то сейчас скорее вы говорите, нет, вы мне лучше не мешайте, но не надо лезть со своими тут советами, не нужно мне тут вашего неодобрения, ни поддержки, я в этом не нуждаюсь. Скорее всего, даже есть ощущение того, что вот многие не то, что там не оценят ваши там какие-то, не знаю, попытки изменить свою жизнь. Может быть, даже палки колеса будут пытаться вставить. Кто-то там будет, может завидовать, кто-то свои 5 копеек будет пытаться вставить и сделать какие-то замечания. Ну, то есть у каждого свой опыт, свое видение проживания этой жизни. А вы вам вы говорите, да нафига мне ваше мнение? Ну тут что-то мне прям такое вот идет. Вот поэтому мне так вот токсично. Токсично это скорее какое-то окружение, и вы не хотите в это вовлекаться, как будто бы вот четко так грань проводите. Это моя жизнь, это ваша жизнь. Все. Такая это ваша сигнификация сегодня. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто в твоем присутствии улыбается, а за дверью вонзает иглы сплетен в твое доброе имя? Вот судя по вашей сигнификации, вы примерно уже осознаете, что есть такие милые, заботливые люди, которые так лживо, мило улыбаются, да, ну вы знаете вы уже таких. То есть вы уже тут не наивная девочка, тут уже женщина уже много раз сталкивалась с такими личностями. Итак, первое у нас. Кто в вашем кругу проявляет избыточное дружелюбие, скрывающее этот холод, да? Или даже ненависть какую-то, ну, не знаю, не буду это называть ненавистью, но вот это вот избыточное дружелюбие, и где вы четко понимаете, ну лживая, ну насквозь лживая. Ну, типа, Станиславский, не верю. Так, следующее. В чем именно вас обвиняют за спиной? Какую вашу ценность пытаются обнулить? Так, что этот человек получает от вашей социальной изоляции? Ну, какая его тут выгода? Чему вообще надо этому человеку? Так, следующее. Метод вскрытия. Какой вопрос или действие заставит окружающих заговорить и выдаст интригана? Может, какая-то ситуация такая будет. Может, стечение, может, не знаю, обстоятельств каких-то. Какой вопрос или действие, да, заставит выдать этого интригана? Так. Как очистится ваше поле, когда вы перестанете кормить своей энергией этот заговор? Когда вы перестанете быть доступны для этого нехорошего человека. Ваша энергия останется при вас, да? Давайте. Смотрим. Первое. Кто в вашем кругу проявляет избыточное, лживое это дружелюбие, скрывающее холод? Так, кто же этот? Кто? Боже мой, тут правда за маской такого дружелюбия, опеки чуть ли не, боже мой, любовь, часы, болото. А что это? Вообще ни черта не могу понять. Кто это? Кто это? Фамилия, имя, отчество, адрес. Не понимаю. Так, для начала. Это мужчина или женщина? Ну, наверное, как-то на женщину, 100% женщина. И даже не одна, я вам хочу сказать. Или же эта женщина может проявлять себя по-разному в отношении вас. Это женщина. Смотрите, я спросила, это женщина или мужчина? Ну, это женщина. На самом деле она королева мечей. Очень таки не глупая. Не буду говорить, что прям очень умная, но не глупая. У кого-то прям мужской склад характера, мужской, знаете, как подход к жизни.
и по полочкам все может быть рационально. Аналитический склад ума, вот мужской, я это хотела сказать. У кого-то она довольно-таки, знаете, также, ну, мечей все-таки королева, она холодная, рассудительная. Эта женщина все свои эмоции может держать под контролем, может быть даже черствой какой-то такой, знаете, железобетонной казаться. Ну, такое вот она может такой быть. Кстати, такой типаж, она может карьеру хорошо делать, да, вот не поддаваться этим эмоциям. То есть, в принципе, для карьеры, для того, чтобы построить карьеру, она может использовать свои вот какие-то качества успешно. Так, теперь, ну, а кто эта женщина, кем она для вас является? Это ваша подруга. Интересно. Коллега по работе. Ух ты, коллега по работе почти 100%, которая делает акцент на том, что мы одна семья, ты, вот, ты наша семья. То есть, как вам сказать, когда ей выгодно, она может вообще такими какими-то сладкими речами рассыпаться. И тут говорить, что ты являешься неотъемлемой частью нашей вот, хотел сказать, структуры нашей семьи, нашего коллектива. Тут такое вот, когда ей это удобно и выгодно. То есть, ну, манипулятор такой. Кстати, по поводу подруги, подруга или нет, тут как-то бумеранг, знаете, наверное, вы все-таки до конца не доверяете ей. И я вам хочу сказать по этой карте, вы бы были для нее очень хорошей подругой, если бы она тут за спиной не творила какую-то дичь. Скорее всего, это ее прокол, то, что она, ну, где-то пытается, может быть, как-то натравливать кого-то, стравливать против вас, где-то какие-то едкие замечания. Если бы действительно, ну, она была более открыта, откровенна с вами, тут, может быть, правда, ну, вы бы были для нее действительно хорошей подругой. А тут вот женщина уже очень много посеяла вот этих семян, ну, какая-то подлость, подставы, недоверие. И это не дает в полной мере вам, понятно, ей доверять и дружить. Вот именно это понятие подруга, тут не совсем оно проходит. Больше как коллега по работе проигрывается. Ну, у кого-то может быть и подруга, но такая подруга, знаете, тоже может на время пропадать, потом появляться. Не так я это могу считать. И могли уже не раз обжигаться с ней. То есть вы понимаете где-то, ну, какая-то лживость есть во всем этом. Так, избыточное дружелюбие, скрывающее холод. Опять-таки, она может быть там заботливой, действительно проявляться тут как с любовью. Видите, карта любови, тут посланник высших сил. Действительно, у нее какие-то поступки такие могут быть с ее стороны. При этом карта весы тут и карта болота. Давайте так. Она вряд ли действует себе в ущерб, да, скажем так. У нее тут сердце и разум тут как на весах вот взвешено. То есть в моменте ей это выгодно, и она себя так проявляет. Если это не будет ей выгодно, она будет себя по-другому проявлять. При этом она может комплименты вам тут даже кто-то говорить, тут такое, как будто бы. Но она вас считает тут конкуренткой, в чем-то сильной конкуренткой. Кстати, тут может проявлять как типа опеку, да, такую заботу. Ну, тут такая опека и забота, знаете, смысл этого всего отчасти вас загнать в какие-то рамки, границы, ограничения, как минимум контролировать вас. Вот тут вот такое, вот тут, знаете, как говорят иногда, гиперопека, она переходит очень часто в контроль, да, в гиперконтроль, то тут все вместе также взаимосвязано. Человек может типа под паской этой заботы, поддержки, может постоянно как бы в ваше поле огород, да, внедряться отчасти для того, чтобы контролировать вас и знать, что в вашей жизни происходит. Вот тут тоже такое, как будто бы вы можете с этим сталкиваться. Угу. Так, карта болото. Болото. Не могу понять, о чем болото.
Вот так, чем это болото? Это ее жизнь. А, у нее дома карта болота, как-то что-то не ладится у нее там дома. Если это рабочие взаимоотношения, то она очень много времени проводит, может, на работе, живет вот как-то работой, вот этими взаимоотношениями на работе. Фокус внимания, как из домашних дел каких-то. Вот карта дом и болото направляет на, ну, опять, может быть, на реализацию свою там и опять-таки какие-то отношения рабочие. Дома плохо все. Как-то не очень. Такая женщина у меня вышла. Следующее. В чем именно вас обвиняют за спиной, какую вашу ценность пытаются обнулить? Очень интересно. Вас обвиняют за спиной в том, что вы тут отделяетесь от коллектива, противостоите коллективу, может, что-то не договариваете коллективу, можете утаивать что-либо. У кого-то тут прям деньги, финансы, ну тут видите, держит мужчина животиком деньги. Ну уже не знаю, может быть какие-то там, не знаю. У кого-то это может проиграться, в чем вас обвиняют. Тут подарок, свинья, сейчас равнодушие, вынашивание, ответственность. Ой. Какую вашу ценность пытаются обнулить? Давайте так, вот тут стопроцентно ваша ценность есть, вы не сомневаетесь, конечно. Карта вынашивания. Вот тут вот прекрасная морская русалочка, это не яда, да? Она вынашивает внутри жемчужину. Что-то такое прекрасное, светлое. Она вся в этом находится. Она как это, вдохновлена этим, дышит этим, живет этим. То есть такое ощущение, как будто бы помимо вот тут, допустим, этого коллектива какого-то есть, ну, у кого-то рабочий, у кого-то это подруги, так называемые, да, ну, так называемые, потому что, судя по этим картам, то не совсем это и подруги. Ну, типа, коллектив какой-то, ладно, давайте так. То они живут вот своей какой-то жизнью, а у вас параллельно, у вас свой какой-то вектор развития, да, свои планы на жизнь, соответственно. И плюс у вас вот тут карта еще ответственность, на вас могут быть вынести какую-то ответственность, и у вас какие-то свои планы, цели. И тут вас могут обвинять, во-первых, в том, что, ну, не типа единоличница, а типа, что вы не до конца можете посвящать их, вот этих вот, ну, коллектив, женщин, свои какие-то планы. Типа вы для них остаетесь как темная лошадка, да, это говорят, черная кошечка, непонятная, как будто что-то себе на уме. Опять, знаете, могут говорить тут карта ответственность. С одной стороны, могут даже, как вам сказать, видеть вас слишком ответственной и даже иронизировать по этому поводу. Типа, да будь попроще, ну, типа пофигисткой будь. Но при этом, если вы действительно будете попроще и будете вот такой пофигисткой, то они тут же могут этим воспользоваться. Это, как знаете, ну не то, что там компромат какой-то, а в принципе это будет ваша, ну это будет ваша ошибка. Ну это часть вашей личности, ваша индивидуальность, тут ваша ответственность и ваше тут желание, ну, как-то изменить свою жизнь. Они могут над этим иронизировать, опять-таки, они могут вот это вот, если вы, ну, где-то можете начнете плыть по течению, если будете менее ответственны, там уже не знаю в отношении чего это касается, но то они могут наоборот, да, тут все перекрутить и наоборот сказать, ой, да она вообще ее ничего не волнует, ей ничего не интересно, да она вообще там какая-то отмороженная, на нее нельзя положиться. Тут наоборот они могут сейчас даже вот типа потрунивать над вами и да ты заморачиваешься, ты слишком много прикладываешь усилий, но опять-таки все из этой серии будь проще, да, к тебе потянутся люди. На самом деле, если будете проще в их понимании, да, то им будет легче вами управлять и манипулировать. То есть ваша ценность, тут я уже это озвучила, они пытаются это все обнулить, показать вам, что вы неправильно как-то живете, хотя на самом деле все правильно вы делаете тут.
Так, в чем еще обвиняют? Кстати, могут еще как-то между строк вот так вот между собой обсуждать вот тут ваше нежелание даже делиться какими-то там, может быть, какой-то информацией по поводу себя или кого-либо. Тут вот даже вот ваше нежелание, может, в каких-то сплетнях участвовать, в заговорах каких-то, равнодушие. Будто бы вы равнодушны даже к их каким-то там замечаниям, проявлениям, попыткам вас укусить, проманипулировать. Это все вот сюда вот. Они наталкиваются на это равнодушие. Вот это вот их тоже подбешивает. Вот так мне не показано. Как будто вы не берете близко к сердцу. Вы четко как будто разделяете. Да, пообщались, замечательно, какие-то рабочие моменты, да, но дальше моя жизнь это моя жизнь, все. Я не собираюсь никого в нее посвящать. Так, что этот человек получает от вашей так называемой социальной изоляции? Карта. Так, депрессия, токсичность, динозавр, гроб, взаимодействие. Ну, что он получает? Ему бы хотелось, да, каких-то, вот этой женщине хотелось бы как-то вокруг себя, типа, друзей, так называемых, этих сплотить, в отношении вас, дабы люди думали, что, ну, от вас можно ждать каких-то неприятностей, да, то есть вы не до конца открыты, вы какая-то мутная, непонятная, тут что-то такое свое какое-то, что-то опять-таки как мутите, что-то свои какие-то тут цели ставите, таким образом, не посвящая их, они могут попасть там то ли в просак, то ли они могут чуть ли подставиться, но такое как будто бы на вас нельзя положиться по большому счету. В первую очередь потому, что вы непредсказуемы где-то, вот так вот. Но основное, что человек получает от вашей социальной изоляции, человеку бы очень хотелось, тут карта гроб, карта собака, это друзья и взаимодействие, видите, и человеку бы хотелось разорвать вот эти вот какие-то нити, которые соединяют вас там с другими, там, может быть, коллегами по работе, там, друзьями, вот. Если такое, вот, если есть там среди этих коллег люди, которые дружелюбно к вам настроены, а они есть такие, карта собака, то ей бы хотелось этого взаимодействия, которое у вас происходит. По карте гроб ей бы хотелось, чтобы как минимум не так это все происходило, как минимум люди сомневались, там, может, в вашей искренности, может, в каких-то мотивах ваших поступков. Вот тут тоже такое. Еще у меня такое почему-то идет тут депрессия, токсичное прошлое. Друзья. Может быть, раньше вот эта женщина, она видела вас в более каком-то подавленном состоянии, или вы были более восприимчивы тут, или к каким-то то же самое, манипуляциям, попыткам вас укусить, попыткам задеть вас, там, уж не знаю, как будто бы вы раньше были более уязвимы. Сейчас это прошлое, динозаврик. А сейчас вы то ли начали сдачу давать, то ли обросли этой броней, толстокожестью, да, то ли эти рамочки границы вы над этим поработали и уже не позволяете себе там вылазить на шею, на голову. А ей бы хотелось как раньше, чтобы было. Почему-то она видит, но она видит вашу эволюцию, она видит ваши изменения, она видит то, что, может быть, у вас появились эти самые друзья, с которыми у вас прекрасное взаимодействие, люди, которые к вам расположены классно. Не нравится ей это. И это даже не сколько про конкуренцию, а сколь, знаете, как будто бы, когда человек более слаб и, может быть, меньше друзей, он более уязвим, им проще и манипулировать, и направлять куда-то, да, как-то так. И когда человек в таком состоянии, тут карта депрессия, токсичность, там, то он в таком состоянии, тут можно прийти, он не в ресурсе, а, допустим, она пришла в ресурсе и как-то с барского плеча вам типа помогла то ли советом, то ли в принципе такой, как благодетель, да, вот такой вот, вы поняли, да, а когда у вас все хорошо, и вы не нуждаетесь ни в поддержке, там, ни в чем-то, это как будто бы у нее почва из-под ног выбивается. Смотрим дальше. Какой вопрос или действие заставит окружающих заговорить и выдаст интригана? Ой, тут ссора какая-то будет.
Может быть, даже сейчас я уточню, ссора даже при каком-то то ли коллективе, то ли, ну, дружбе. Сейчас я посмотрю. Тут всплывет, тут сразу всплывет, я так думаю, манипуляция, и тут какая-то подлость предательства, за спиной человек держит этот кинжал. Это все всплывет наружу, выйдет наружу. Так, вот что это? Какой вопрос действий заставит окружающих заговорить и выдаст интригана? А то знаете, из той серии может даже такая какая-то ситуация быть. Вот такое есть выражение, да, не рой яму своему там врагу или кому-то другому, да, если не хочешь в нее угодить сам. Вот тут вот может быть какая-то такая ситуация, тут карма, урок какой-то. Это может касаться опять-таки этой женщины. Может, неожиданно для себя у нее тут с кем-то конфликт будет, выяснение отношений. И если, допустим, конфликт с кем-то, с каким-то человеком, который знает, что и в отношении вас там она что-то то ли говорила, то ли какие-то там, не знаю, махинации, провокации там проворачивала, прокручивала, или в принципе какие-то едкие замечания, то тут, кстати, может и про вас вылезть, ну, какая-то информация, до вас это могут донести. То есть нежданно-негаданно. Так интересно. Так, заговорить и выдаст интригана. При этом вам сообщат это, знаете, опять-таки, из лучших побуждений. Ну, типа, да, человек может будет типа, обижен, и вот я и тебе расскажу, что про тебя тут эта нехорошая женщина говорила, и как это все. Вот я тебе расскажу сейчас. Вот так может быть. Как какой-то кармический урок, хотя в свое время этот же человек мог бы против вас тут что-то, знаете, не буду говорить, что там плести интриги, но, скажем так, с его молчаливого согласия могло многое происходить, да, не очень хорошего в вашей жизни. Ну, у кого-то и так может проиграться, а у кого-то занимал человек нейтральную какую-то позицию и думает, да ну вас нафиг, не хочу, вы сами между собой как пауки в банке разбирайтесь, да, а тут если вот какая-то ситуация, где его задели интересы, может, перешли ему дорогу, то тут как будто бы вот с этой женщиной у них конфликт какой-то может быть. И, соответственно, тут и вы узнаете что-то о себе и для себя. Так, ожидание сокровища. Вы говорите, вы даст такой вопрос действия. А у кого-то тут денежный, как это сказать, момент, опять-таки, если это там момент зарплаты, объем работы, оплата этой работы, ожидание сокровища. У кого-то это, знаете, бонусы какие-то, премии, у кого-то это, ну, опять-таки, может подлость за спиной какой-то, знаете, человек один объем работы выполняет, а ему оплачивают это совершенно по-другому. И он сравнивает, там, допустим, вот эту же женщину или кого-то еще. Тут какой-то вот такой нюанс, вот, будто бы недовольство. Человек ожидает какой-то вот, там, может, даже и вы ожидаете. Может быть, ну, опять какой-то другой коллега по работе, допустим, ожидает, что вот ему заплатят сокровища вот такую какую-то сумму, может, за какой-то проект, может, еще что-нибудь. А могут какой-то пшик заплатить, да, комбинация из 3 пальцев. И тут отчасти вот могут подозревать в том, что эта женщина даже туда как-то то ли руку приложила, то ли к этому всему, то ли для нее в этом какая-то выгода ее. Ну, у кого-то и подлость это то же самое, может кто-то нам слямзит результаты труда, да, то есть вы, придурки, работаете, а я буду за вас получать деньги. У кого-то даже так может быть, да, вот тут что-то такое, просто пример привожу. И это какой-то урок, который для всех будет он таким показательным. Ну, вот так вот мне идет. Ну, что-то тут материальное, вот, материальное что-то тут тоже будет. Это как будто бы выведут ее отчасти как из тени, эту женщину, да, на свет. Ну, и выдадут ее, может быть, ее поступки какие-то озвучат, ее там слова в отношении вас. Даже вы узнаете. Итак,
Как очистится ваше поле, когда вы перестанете кормить своей энергией этот заговор? Ух ты, белая ворона, беременность. Ну вот что у вас произойдет? Как очистится ваше поле? Во-первых, вы очень много этой энергии какой-то, которая, может быть, ну, даже и в сторону этой женщины направляете. Как будто бы вы перестанете направлять эту энергию туда, а направите по белой вороне, карта беременность, в свое какое-то дело, то, чем вы горите, в чем вы вот яркая индивидуальность, то, что вам приносит кайф, может быть, по белой вороне, вот инаковость ваша какая-то, увлечение, хобби какое-то, может, образование какое-то, чему-то вы хотите научиться, может быть, опять-таки, раскрыть свой потенциал в чем-то. Вот туда вы энергию направите. И эта карта беременность, это вот принесет действительно классные плоды. Вы будете в этом вся, ну и замечательно. Тут, опять-таки, как очистится поле, когда перестанете кормить. Вот когда перестанете кормить, да, ваши тут какие-то тут сплетницы, вот эти вот женщины, они перестанут иметь силу над, ну, как будто, да, не будут управлять вами. Даже их какие-то тут замечания, сплетни, это вообще вас не будет касаться. Карта страхи какие-то. Тут карта страхи и карта, видите, тут рука пытается, вот мужская рука пытается вот эту женщину как золотую клетку забросить. То есть вы потеряете, как вам сказать, вас вообще не будет уже беспокоить, вам будет по барабану, что люди там будут говорить о вас, какие-то страхи уйдут по поводу того, что воспринимает вас общество, такой, не такой, вы в принципе белая ворона. Вы в принципе должны с этим смириться, что вас, наверное, никогда не будут считать там в полной мере стопроцентной одной из, но в этом же и прелесть ваша. В то же время на вас будут, ну, смотреть, может быть, кто-то с удивлением, может, с непониманием, кто-то с восхищением, и при этом отдавать отчет себе, что а вот в ней это есть, какая-то изюминка, и она идет за своей там целью, призванием. Ну, вот она такая, какая она есть, она принимает себя. Ну, тут восхищение вами может быть. Ладно, это еще о чем. Вот это вот я хотела эти карты, просто когда вы перестанете, в общем, фокусироваться, ну, может, на этой женщине или вообще в ее сторону смотреть там, или даже думать о ней. То вот эти сплетни, вот эти страхи какие-то, опять-таки, по поводу того, что вы зависите в какой-то мере от их мнения, это все уйдет. У вас хватит силы, карта ссора тут. Тут, видите, женщина с мужчиной, женщина мужчину бьет этим каким-то букетом. Я это буду так считывать, у вас будет сила этому всему противостоять и четко озвучивать свою позицию. Ну, очиститься 100%. Вы как будто бы для себя вот таким каким-то способом вы вот эти страхи как-то будете изгонять, дабы очистить эту дорогу себе. Знаете, как говорят, для того, чтобы в нашу жизнь пришли какие-то новые, светлые, классные люди, нужно иногда наше поле очищать от прежних, которые себя уже зарекомендовали, ну, токсичными или теми, которые, ой, явно не рады вашим каким-то победам и не поддерживают ваше желание идти дальше, развиваться и, в принципе, может, там какие-то там сплетни распускают. Ну зачем? Зачем с такими коммуницировать и тратить свое время драгоценное на вот эту пустую какую-то болтовню? Ну да, краса, все, это вы это зачеркиваете, от этого уходите, вы освобождаете свое пространство для новых людей, для себя, для развития вот своего какого-то дела. Тут вообще шикарно. Да, карта сад, причем социум. Это реализация в социуме. Вот в этом социуме вы тут уже все, что могли, реализовали, доказали, если вы хотели кому-то что-то доказать. Тут уже не нужно ничего вам тут делать, доказывать. Тут уже, говорят, другой уровень. Тут квантовый скачок, переход на новый уровень. С новыми какими-то тут проектами, с новыми мечтами. Вот все новое идет туда. При этом это будет, ну, тут сад, видите, цветущий.
И карта эта сад, она таки считывается. Это реализация в социуме, раскрытие потенциала. Ну, опять-таки, как переход на новый уровень. Мне так идет. И ваше доброе имя принадлежит, девочки, вам, а не тем, кто обсуждает его за закрытыми дверями. Вы только перестаете бояться быть, может быть, неудобной и начинаете задавать прямые вопросы, и заговор тишины рассыпается. То есть вот начинаете вот противостоять этому как-то активно. Те, кто шепчет, боятся правды больше всего на свете. Оставьте их в их маленьком мире теней. Вы выходите на свет, это то, что я говорю. Вот тут оставляете тут все и выходите на свет. И ваша репутация восстановится сама собой, как только вы обретете внутреннюю свободу, непоколебимость. Вы вне их игр. Дышите свободно. Идите дальше. Удачи вам во всем. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.